Коллеги, привет, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина и что у нас творится на графике чуть-чуть. Так, в прошлом видео я говорил, у нас это накопление идет, да, и по Атланту вот здесь был шорт-сигнал, и мы этот шорт-сигнал хорошо отработали, цели были указаны, даже нижняя крайняя, вот это, ну, она не была указана, но если бы отметку эту, то я знал, что оно сюда придет, понимал. Но в любом случае и и подсказывал, что вниз можем пройти в этот район, да, потом подняться в середину, возможно, выше на ретест этого уровня, и далее, если на пробой, то к верхней грани сюда. Но, как видим, что произошло. По Фибоначчи вышли на 61 уровень, потом на 78, как раз на 78 получился ретест вот этого накопления и продолжение движения вниз. Эванс и Лейн сегодня были спикерами, и обратите внимание, рост перед этими двумя спикерами, и как только они выступили, да, сразу после выступления прошло вниз, народ проживал этот момент и поехали еще вниз. Конечно, могут сейчас это все дело, как всегда, откупить, но я полагаю, что у нас это все сейчас будет здесь какой-то новый вид накопления. Мы его пока серым отметим, посмотрим еще, что у нас тут будет вырисовываться. Дальше будет видно. Так. Этих ребят можно сейчас... Да, я их убираю отсюда, чтобы мне глаза не мозолили. Следующий спикер у нас Брейнард будет выступать в 20:30, в 20:35 он вообще будет выступать. Так, что у нас здесь? Это тоже можно убрать. Уже не актуально. Так, и здесь у нас... вот она вот здесь наверху идет. Да. Так. Вот так. Важный уровень это 19400, 19369 получился, да, сейчас в данный момент это у нас отсюда, я его передвинул просто вот в эту область. Так, и, ну, пока у нас есть только верхняя вот эта вот грань, начало. Посмотрим, куда у нас отыграет еще этот паттерн не закрытый. То есть еще есть выход хороший. Так, а по этому паттерну у нас, ну, вот у него две высоты. Потому что здесь она... Это отработано. Ну и основная тоже, это куда? Это в ноль идет она. И основная тоже уже отработана. То есть этот паттерн уже себя исчерпал. Поэтому нам здесь нужно выждать накопление нового паттерна. Да? Видели высоту? Только что я показывал. Она прям как раз в ноль сюда и пришла. И получается, что этот паттерн себя полностью показал. На все 100% позиции я позабирал. И открывал новый шорт. Открыл новые шорты, да, от 78, ну и здесь мелкий еще открывал позиции. Крупную позу закрыл, и когда цена опять сюда подросла, еще добавил. Так, и есть еще такой момент, что вниз выходить, опять же, еще раз в ноль сюда может уйти. И у нас есть вот эта большая структура, опять же, к которой мы можем прийти, и если отсюда отталкиваться будет, да, тогда все-таки она еще действует, и она еще в накоплении. Потом верхнюю часть, нижнюю часть, посмотрим, как сходим. И есть еще шорт.
такой шортовый паттерн. Это вот его высота. А отработка у него... Ой. А отработка у него... Где последнее верхнее касание было вот это. Ну и отработка этого паттерна, вот я уже показывал, 18800. То есть основная цель у меня вот эта область. Когда мы ее достигнем, я не знаю, но Атлант подсказывает, что идем в верном направлении. Я его здесь оставлю. Так. Пускай будет на память. Я надеюсь, это все дело не буду сильно затягивать, но... И как раз у нас точка выхода примерно вот в этой области находится. Попозже посчитаю, отметки поставлю, где-то дверь повышенной волатильности. Я так и думаю, что она где-то у нас вот здесь и произойдет. Средний уровень заработной платы с учетом премий, да, изменение числа заявок пособий по безработице в этот момент. И Банк Англии может хорошо толкнуть цену. Так, по 15 минутке что у нас? По 15 минутке у нас все очень красиво. Жалко, только Атлант пока не развернулся. Но здесь и не с чего разворачиваться. Здесь нет какого-то конкретного паттерна. Паттерн был до этого, когда он показал выход, и мы его забрали. Сейчас ждем накопления. И здесь я иду конкретно по RSI, грубо говоря, да, то, что поднялась наверх и развернулись вниз. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Телеграм-канал называется Bitatlon. Кстати, здесь у нас цель куда тянет, 19 тысяч, у нас здесь блок большой. 18 900, 18 800, то, что я говорил. Ну и последующие 18 500 и ниже. Цели вы знаете. Облако Ишимоку, тоже стратегия, кто торгует по облаку. Шортовая. Облачко шортовое, то есть все предположения ухода ниже и отработка вот этого медвежьего флага. Шорт-позиции мои, да, говорил, где у нас Атлант, выход, проход вниз, цели были показаны, указаны. Цена закрытия 19200, 19300. Крупные позиции закрывал, остальные переводил без убыток, еще добавлял в позиции. Так. Вот у нас паттерн, только сам флаг смотрит вниз. Такой медвежий, прям медвежий. Тоже дополнительный шорт позицию одну закрыл. И остальные просто переводил в безубыток. Они сейчас, конечно, подросли, выше стали. Одну крупную закрыл, остальные перевел в безубыток. Жду продолжения движения паттерна. Эванс, Форес, Фомс дал четко понять, что стремится к ставке в диапазоне 4,5% в 2023 году. Посмотрим, что он выдаст нам. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылка внизу в описании. Телеграм-канал Bitatlon. В закрепленных сообщениях вы найдете ссылку, переход. Так. Прочитаете важную информацию, то, что нужно, да, и перейдете по этой публикации. Ну, это у меня основные биржи, на которых я торгую. Вернее, основные ссылки, которые вам понадобятся. Это переход на чат 80/20, наш чат. Написать мне, если хотите подписаться на Атланта. Стоимость подписки $53 в USDT в сети TRC20. Принимаю, в принципе, в любом криптоактиве. Подписаться, это вы получаете подписку в закрытый чат.
Мы с ребятами переписываемся, подсказывают, куда пойдет рынок, то есть свои мысли сюда закидывают, и я сюда тоже закидываю свои мысли дополнительно. И плюс здесь мы по Атланту обсуждаем разные моменты. То есть это вот у нас Гендальф красавчик, да, сегодня прям дал понять, что рынок идет вниз. И действительно, рынок пошел вниз. Так. Далее холодный кошелек Клевер, который я сам пользуюсь. Это основан он на сети Tron TRX. Это, можно сказать, кошелек от Джастина Сана. Ну, это не так, конечно, но с их подачи все это сделано. Трон растет, Клевер пойдет тоже за ним, скорее всего, в рост попозже. В общем, хороший холодный кошелек, веб-интернет 3.0 там, и кошелек, и биржа у них есть, и обменник внутри есть, то есть все как у людей. На блокчейн цепи, Клевер, да, есть старая блокчейн цепь сети Tron, можно ее использовать, можно на новую переводиться. Далее холодный кошелек Advance Cash, но это не холодный кошелек, это как Advance Cash, как биржа-обменник. Очень удобно. Я с биржи BingX Ripple пополняю рублевый счет на Advance Cash и вывожу на карту деньги, если мне нужны простые фиатные деньги. Самый выгодный обмен. То есть с любой биржи вы отправляете сюда. Ну, выгоднее, конечно, Ripple, он уходит быстрее. Тут мгновенно пополняет счет. И именно рублевый счет для русских будет актуально именно выводить, если переводить из скрипты в рубли. Ну, в доллары оно проще, по-моему, через P2P обменники в доллары переводить, потому что когда с Advance Cash доллар переводишь на карту, там у них комиссия высокая, там что-то $5 сверху и там еще. Ну, нужно сверять, я в долларах, честно, не смотрел, я только рубли переводил, смотрел, мне в рублях нормально. У меня с Украины друзья, они гривны переводили, тоже говорят, вот доллар, гривна, оно здесь снимается много, комиссия большая, короче. Вот такая вот херня. Но в рублях нормально. Так. Биржи, которыми я пользуюсь, на которых я зарегистрирован, это все мои партнерки. Основная биржа, которой я пользуюсь, это биржа BingX. Потому что взять все остальные биржи, именно честная торговля, честный рынок, честная цена графика пока только на BingX. Они именно для торговли. Вот, очень удобная биржа для торговли. Если кто не умеет торговать и хочет пользоваться, есть на биржах сейчас стали появляться, на многих биржах стали появляться этот копи-трейдинг. То есть ты копируешь сделки разных трейдеров. Я говорю, ребят, вы копи-трейдингом здесь можно заниматься, там на разных других биржах тоже есть. Но копи-трейдинг неудобная штука, потому что ты поставил, да, и особо как бы не смотришь, что там происходит. Лучше всегда самому смотреть за рынком, да, куда он идет, что он делает. Красота какая. Надо закрыть сейчас будет позиции, парочку плюсовые. Так, я сейчас дай-ка это и сделаю. Хорошо, пошли вниз еще. Так, на графике отметил. Позиции перевел в безубыток. Не стал закрывать, просто перевел в безубыток. Я сегодня уже закрывал то, что мне надо было. В общем, торгую, ребят, на бирже BingX и именно через терминал TradingView. Это очень удобно. Обратите на это внимание. Внизу, где торговая панель, нажимаете. Здесь все брокеры нажимаете и находите биржи BingX, там FTX тоже есть. Мы у них тоже в партнерках. Но основная и по комиссиям удобная, небольшие комиссии, да по всем вообще вопросам,
какие у вас встречаются, и вы им пишете в саппорт, да, они вам тут же отвечают, тут же. У них есть телеграм-канал, тоже тут же отвечают, все работает, все без всяких проблем. В общем, вот. Подписывайтесь ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Из закрепленных сообщений найдете, как перейти на биржу, написать мне. Читайте библиотеку трейдера, много всего полезного и нужного. Дальше холодный кошелек еще Infinity есть, да, биржи Bittrex, Coinbase, Akex, Binance, CoinMarketCap. Ребят, очень нужное приложение и сайт. Вот заходите, изучайте, как он работает, регистрируйтесь, пригодится. TradingView – это то, через что я торгую, да, этот инструмент, где он, вот он, TradingView очень помогает следить за рынком и через него торговать. Удобный инструмент для работы. И, ну, библиотека трейдера изучайте, читайте. Так. Давайте мы так сделаем. Вот сюда я его отправлю, чтобы он был сразу в самом начале. Мои позиции шортовые, да, который открывал 48, 80, 65%, все перевел в БУ, Атлант красавчик, наблюдаем, что будет дальше. Это уже вот эти подросли. Одну цену я закрыл, остальные подросли. Ребята, многие мучили меня вопросом, почему здесь средняя цена открытия? Люди, ну, они, в смысле, кто, разработчик биржи, это же не русские, это просто как бы через переводчик так переводится, что средняя цена. Я уже отписался, говорю, ребят, вы сделайте, чтобы просто было, чтобы народ мозги себе не ломал, оставьте просто цена открытия, потому что люди начинают мозги ломать. Средняя цена еще, потому что вы же можете усреднить, да, там, долить маржи, например, или еще что-то, и цена открытия получится, ну, она как отдаляется, то есть точка ликвидации отдаляется. Это я открываю фиксированные сделки, то есть конкретно открыл сделку, у меня там она с 50-м или там 100-м плечом, 100-м плечом это 1% движения биткоина не в мою сторону, у меня закрывается позиция. С 50-м 2%. То есть и откуда я открыл, она у меня оттуда и открылась, эта позиция. Ну, в смысле, 19, вот я в шорт вставал 19, открылся на 333, но вставал я 19, 350, по-моему, или там 300, это я выставлял. Или 370 примерно. Ну, как бы за любое открытие сделки, да, берется комиссия. Всегда. В зависимости, с каким плечом вы идете, в зависимости, какая сумма. Должны это понимать. То есть, чтобы биржа нормально работала, да, они же тоже должны как-то питаться. Только эта биржа вот по отношению к другим биржам, вот биржа BingX по отношению к другим биржам, она не питается вашими стопами и вашими ликвидациями. Она питается тем, что вы работаете на этой бирже. Пока она разрастается, они честные. И вот биржи, которые молодые, они в основном честные, да. Но помните, Bybit и Binance – это одно и то же практически. Руководитель биржи Bybit и руководитель биржи Binance – это два друга. И когда у Binance начались проблемы, появился Bybit. Bybit сразу начали сильно все рекламировать. То есть Bybit начал сразу по большим комьюнити раскидывать, там, договариваться, платить деньги. Ну, деньги я не знаю, но они по-разному предлагают кому-то, да, но, скорее всего, предлагали наращивать людей. У меня же тоже с ними партнерка, они нам тоже писали, говорили, что давайте вот мы с вами будем работать. То есть все биржи, все нам отписывались, чтобы с нами работать. Кроме, по-моему, Хобби или Кекса, кто-то вот из этих двух.
В общем, смотрите,